Приветствую вас на канале Техревизор. Я составил рейтинг лучших игровых клавиатур в бюджете до 5000 рублей. Получилось подобрать 5 вариантов разных производителей. Опираясь на то, что большинство геймеров предпочитает механику, сделал упор на этот тип клавиатур. Но не забыл и про любителей мембранной классики. Поэтому и для таких найдется свой вариант. Также учитывал и форм-фактор. Не всем ведь нужны полноразмерные большие модели или урезанные компактные. Но и учел остальные детали, типа материалов, переключателей, подсветки и ПО. В общем, рейтинг старался сделать максимально гибким и подробным, чтобы угодить как можно большему количеству людей. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. А я начинаю. Открывает рейтинг Asus TUF Gaming K1. Стартуем сразу с мембранки. Большая полноразмерная клавиатура с нампадом на 104 клавиши. Есть даже 105-я, это роллер для регулировки громкости. Кстати, довольно классная штуковина. Через комбинацию FN плюс F все-таки не так удобно увеличивать или уменьшать громкость, особенно во время игры. Единственный нюанс – нельзя полностью выключить звучание, только снизить громкость до минимума. Но в принципе это не так страшно. Про остальные клавиши ничего интересного не расскажу. Обычная мембранка со всеми своими преимуществами в лице долгожительности и тишины работы. Сами кейкапы классные, сделаны по технологии двойного литья, что не дает быстро стираться принту. Поэтому через пару месяцев от потных каток не затрется какая-нибудь буква. Все символы четко видны, особенно с подсветкой. Здесь она ой какая классная. Есть приложение, в котором можно настроить цвета и кучу всяких эффектов. Есть даже режим, который подстраивает подсветку под происходящее на экране. Или, например, под музыку. В общем, с такими функциями уж точно не заскучать. Но есть и одна претензия. Если смотреть на клавиатуру под большим углом с включенной подсветкой, можно заметить, что клавиши некоторые подсвечиваются неравномерно. Где-то наполовину, где-то меньше. Но если вы сидите за креслом по-человечески, а не в какой-то странной позе, откинувшись подальше назад, то велика вероятность, что вы вообще ничего не заметите. Поэтому в серьезный недостаток я это записывать не буду. В остальном претензий нет. Качество материала – стандартный пластик. Ничего не скрипит, по столу не ездит, не прогибается, ощущается крепким. С этим тоже все в порядке. Четвертое место топа занимает MSI Vigor JK30. Клавиатура немного своеобразная, выражается это в типаже. Она и не мембранная, и не механическая, а в прямом смысле слова что-то между, полумеханическая. То есть под колпачками стоят механические плунжерные переключатели. Вроде все ясно, механическая клавиатура, что тут мудрить? Но из-за своих конструктивных особенностей клава имеет преимущество мембранной, тишина работы и долговечность. Получается, что такой тип клавиатуры для тех, кто не понимает, что ему нужно. Во время тайпинга нажатия получаются тихими, ничего не щелкает и не бьет по ушам. Свитчи стоят от Cherry, синего цвета. Заявленный производителем ресурс нажатия около 12 миллионов. Если вам эта информация как-то поможет. Но само собой на такой срок я бы не рассчитывал. Это нужно тщательно ухаживать, не кушать за ней, чистить, не проливать ничего. Хотя, кстати, от влаги она как-то дозащищена. Проверять не советую, но помните, судьба может дать вам второй шанс в случае чего. Весь корпус клавиатуры сделан из пластика, в нем есть специальные дренажные отверстия для слива жидкости. Но важно и то, что на пластик жаловаться не придется. В совокупе тоже довольно приятная модель, вызывающая уверенность. А если добавить еще и разноцветную подсветку, так вообще хорошо будет. Здесь тоже можно ее программировать в ПО, Dragon Center называется. Тоже есть разные режимы, эффекты и все такое. Управлять подсветкой можно и с помощью комбинации клавиш, не скачивая приложение. Менять яркость, скорость, направление. Все чит-коды прописаны в инструкции, поэтому без проблем разберетесь. На третьей строчке рейтинга стоит Razer Synoza V2. Еще одна полностью мембранная клавиатура в этом рейтинге. Кстати говоря, последняя. Тоже довольно большая полноразмерная модель с нампадом на 110 клавиш. 104 стандартных и 6 мультимедийных для работы с музыкой. Перемотка, регулировка и отключение звука. Как по мне, это удобное решение. Во время игры не придется использовать сочетание клавиш, нажимая на кнопки двумя руками. Достаточно одним пальцем тыкнуть куда надо и все.
общий тайпинг клавиатуры не самый тихий. Дело в том, что корпус здесь уже имеет и металлические вставки, поэтому при нажатии на клавишу есть звук удара пластикового кейкапа о металл. Само собой, клавиатура все равно тихая, если сравнивать с механикой, но если сопоставить с мембранной, то это не самый тихий вариант. Подсветка у нее тоже, как ни крути. Есть фирменный многофункциональный софт для настройки клавиатуры Razer Synapse 3. Только люди жалуются на замороченную установку, но главное, что сам софт неплохой. Там можно много чего настроить. Например, запрограммировать отдельный функционал на каждую клавишу, настроить разнообразную подсветку на все случаи жизни, создать макросы. В общем, стандартное ПО. Возможно, придется помучиться при установке, но в интернете есть много гайдов, поэтому в случае чего вы знаете, куда обращаться. С этой клавиатурой разобрались, а теперь давайте наконец посмотрим на механические варианты. Серебряную медаль забирает Red Dragon Draconic. Это суперкомпактный огрызок всего на 61 кнопку. Если прошлые громадины были не для вас, то это точно стоит рассмотреть, так как меньше уже не будет. 60% формат хоть и компактный, удобный, много места не занимает, но все-таки имеет свои минусы. Например, полное отсутствие стрелок в правом нижнем углу, или работа эфок только при помощи комбинации клавиш. В общем, функционал немного урезается и становится более замороченным, но если вас это не пугает, то добро пожаловать. В качестве переключателей стоят коричневые Outemu. Это не сильно шумные для механических переключателей свечи. В них нет ярко выраженного щелчка, тактильный отклик не создает раздражающего шума, поэтому ночью можно вполне спокойно играть, не боясь разбудить кого-то. Но в этой клавиатуре больше всего мне нравится два момента. Один из них – возможность хот-свапа, то есть если вам надоели свечи или просто не подошли, всегда можно достать их пулером и поставить другие на свой выбор. Ну реально круто! Поэтому за хот-свап большой респект. А второй момент – подключение не только по проводу, но и по Bluetooth. Такая компактная малышка шикарно выглядит на столе без проводов. Для эстетических сетапов прям то, что нужно. А есть ведь еще и белый вариант клавиатуры. Тот вообще элегантно на столе выглядит. Поэтому дизайн, как по мне, очень удачный в этой клавиатуре. Да, придется повозиться и с эвками, и с мультимедийными, но оно точно того стоит. Это же касается и подсветки. Если повозиться, то ни о чем не пожалеете. В ПО можно настроить каждую кнопку и выбрать для себя понравившуюся анимацию. Подсветка лишь украшает эту клавиатуру. Как видите, кастомизации здесь хоть отбавляй. Поэтому модель точно стоит своих денег и второго места. Первое место занимает Red Square Keyrox TKL. Тоже механика, тоже компактная. Конечно, не настолько, как прошлая Red Dragon. Здесь и ряд эфок есть, и полноценные стрелочки. Нампада только нет, то есть ничего лишнего для гейминга. А отдельное удовольствие приносят механические переключатели. В бюджете до 5000 рублей есть только один вариант – желтые гатероны. Классные свечи, практически аналог Cherry MX Red и Black. Линейные не шумят, не щелкают, плавно и упруго нажимаются, но если их еще и смазать, то получатся вообще отпадные переключатели, которые по тактильным ощущениям превосходят те же Cherry. И Red Square это понимали, поэтому они не стали экономить на смазке. Это же касается и стабилизаторов под длинными клавишами. Они тоже обильно смазаны, поэтому в тайпинге не слышно никакого металлического дребезга, чистое нажатие. Именно благодаря этому Red Square Keyrox TKL и заняла первое место. Абсолютно заслуженно. Само собой, прошлые модели от этого хуже не становятся, просто в них не уделялось столько внимания кнопкам. Отличие Keyrox от других механик лишь в более тихом и приятном тайпинге. Это заметно и по нажатию на кейкапы. Они здесь отлиты по технологии Double Shot и более того сделаны из РВТ пластика. Благодаря этому срок службы увеличивается, так как не появляется раздражающих затертостей. Ну а подсвечивает все это красивое дело такая же продуманная подсветка. Есть классное ПО, там куча всяких разных функций. Описывать каждую нет смысла. Кучу подробностей и фишек можно вычитать на официальном сайте Red Square. Скажу только то, что с огромной вероятностью вы найдете там все, что нужно. Еще и с понятным интерфейсом не запутаетесь, поэтому развлекайтесь как хотите. Производитель очень детально все продумал до мелочей, чтобы доставить вам удовольствие, и у него это получилось. На этом мой рейтинг подошел к концу.
Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. Стоимость всех моделей можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда канала Техревизор.